Привет, мои дорогие! Я пытаюсь здесь начать одно видео. У мужа сегодня home-офис, он работает из дома. Детки у меня тоже все дома, из-за этого я пыталась сейчас начать на кухне уже это видео, но так как не получилось, так как ему звонят, он работает, много очень телефонирует, ну, через телефон. Из-за этого у меня не получилось там снять. Я хотела вам показать сегодня то, что я закупила. Как я уже вам обещала в видео, где я обзор кухни, я вам там сказала, что я когда-то закуплюсь, если все пустое, что я закупаюсь. Я хотела вам показать, какие продукты я закупаю, если правда все пусто. Холодильник пустой, все то, что вы, может быть, в моем видео видели в самом конце, то, что у меня такие полки есть, они тоже все пустые, из-за этого не пугайтесь, что так много, это у нас не бывает всегда так. Я распределила это на 3 такие части, которые мы всегда покупаем, которые мы иногда покупаем, и то, что мы очень редко покупаем, потому что у нас не все это бывает. Но сегодня я решила вам именно показать ту закупку, самую большую, которую я иногда делаю. В общем, если кому-то интересно, оставайтесь со мной. Я сейчас вам все расскажу и покажу. Сперва я хотела с того начать, показать, сколько я заплатила. Это второй у меня был. Я сперва закупилась то, что пить, потому что у нас эти, тачки не сильно большие, потом выглядят так сильно много. Это у меня был первый, то, что я купила. Я заплатила 41,34. Мне надо было еще 50 евро снять, и из-за этого немножко больше выглядит. А второй у меня 206,16, но он был 10 евро больше, так как я сдала пустые бутылки, и из-за этого я немножко дешевле заплатила. Я начну с покупочек внизу. У нас яблочный сок уже с минеральной водой перемешанный. Потом у нас такая пуника называется. Это такой для детей иногда побаловаться. И вода у нас минеральная, так как если мы куда-то едем, нам надо с собой взять бутылочку, мы берем. Вообще мы делаем сами минеральную воду. Туалетная бумага и вот эти кюченроли, это бумажное полотенце. Мы покупаем это очень редко. Как закончилось, так покупаем. Напитки покупаем мы немножко чаще, но не всегда. Вот именно яблочный сок у нас часто бывает, а пуника у нас редко бывает. Я сейчас пойду с вами именно на то место, что редко бывает. Это для кошечек. Почему оно редко бывает? Так как оно только тогда покупается, если кончается. Также с молоком. Это мое молоко. Это для кошечек молоко. Они тоже безлактозное пьют, чтобы у них не было поноса. Извиняюсь за такие подробности. 3,5. У них жирное, у меня не жирное молоко. И это я тоже очень редко покупаю. Например, вот такой сыр мы покупаем тоже очень редко. Он мажется на хлеб с ананасом, он очень вкусный, но я его очень люблю, мне его нельзя кушать, так как он очень мягкий, и из-за лактозы я не могу его кушать. Из-за этого очень редко покупаю, чтобы побаловаться. Вот эту рыбку, конечно, мы тоже редко покупаем, так как ее очень, часто кушать, я не знаю, может быть, кто-то любит, но мы не очень любим часто кушать. Колготки, конечно, я покупаю вообще очень-очень-очень редко, если мне только надо под платье, и мои порвались, из-за этого я купила, я вообще хожу без колгот. Это у нас для мусорки, и эти пакеты мы покупаем тоже очень редко. Это биопакет, который сам расходится в мусорке. Вот. Кола у нас бывает только по праздникам, но у меня детки попросили купить, из-за этого я купила, из-за этого кола бывает очень редко у нас. Конфеты, почему они лежат очень редко? Я покупаю 1 раз в месяц конфеты, и дети должны так кушать, чтобы им хватило. Из-за этого здесь побольше пачек, но покупается только 1 раз в месяц. И кофе покупается у нас тоже очень редко. У нас вообще еще есть кофе, но он был удешевлен, из-за этого я его купила. Это наш самый-самый любимый кофе, он самый вкусный. Теперь я перейду на ту сторону, где мы покупаем иногда. Почему иногда? Потому что надолго это хватает. Я очень редко делаю соусы. И это сливки, которые именно чтобы варить и не сильно жирные. Это я для соусов только использую, если куда-то что-то. Но это в основном для деток, потому что это с лактозой. Я взяла, безлактозного не было, из-за этого мне пришлось веганное взять. В основном я безлактозное беру. Это для меня, и я уже этого чаще добавляю. Вот это у нас мажется на хлеб такое, просто помажешь и можно кушать сразу. Больше ничего не ложить. Это здесь яичко, я думаю, майонез есть.
даже точно не знаю. И зеленый лучок, очень-очень вкусно, иногда нам так хочется, и мы вот иногда покупаем такой Aufstrich, на немецком называется, для хлеба. Йогурт у нас кушается очень редко, но сейчас детки любят его именно замораживать и как мороженое кушать. Ложки вставляют в морозилку и как мороженое. Почему капуста редко? Потому что я его использую только для борща, если я тушу капусту. Вот это попало не туда, куда надо. Нет, это все туда относится. Конфеты. Это моя конфета, которая безлактозная, безглютенная шоколад. Я ее покупаю очень часто. Она тоже неправильно попала. Что я редко покупаю, это лимоны. Я покупаю только тогда лимоны, если мы немножко приболели. И чай с лимоном попить, из-за этого лимоны редко. Безглютенные конфеты я первый раз купила. Хочу попробовать, иногда хочется. Тортила мы тоже очень редко покупаем. Это или лаваш, говорится по-русски. Я хотела вам показать лазанью. Быструю лазанью с ними. Получается очень вкусно. Из-за этого я купила. Натуральный йогурт я тоже использую редко. И у нас иногда дети вот такой просят покупать. Или шоколадное молоко. Из-за этого оно иногда покупается только. Так как я уже до этого сказала, почему оно стоит именно редко покупается йогурт, потому что у нас детки очень редко кушают, и мой муж тоже кушает, и не всегда. Иногда я покупаю. И вот, например, вот такой у нас тоже мажется на хлеб, у нас тоже такое редко кушается, из-за этого мы очень, иногда разные покупаем. И я вот сейчас заметила, что я лящ купила. Лящ это когда очень мало жирности, и в основном мы покупаем нормально. Это я просто не заметила. Это мой хлеб. Я его покупаю тоже редко, потому что я очень редко кушаю хлеб. Но это хлебцы, но я их очень люблю. Это тоже у нас покупается редко, потому что я в основном сухой использую. Мне дали с Турции такой очень горький, сухой, и мне он очень нравится. Из-за этого свежий очень редко покупается. Моцареллу мы тоже не часто покупаем, только иногда, когда хочется. И это мой йогурт. Я его тоже не часто покупаю, потому что тоже очень редко кушаю, но иногда хочется. Это безлактозный йогурт. И церу это очень мало там... я именно его люблю по вкусу. Там церу называется, что не столько много сахара внутри. Но на это я никогда не смотрю, просто мне нравится по вкусу он. Пицца у нас тоже покупается иногда, когда... Меня не хочу варить, и быстро пиццу хочется, и мы покупаем именно доктор Oetker. До этого у нас детки другую кушали, мы один раз попробовали, после того они хотят только эту кушать. Вот. Этот сэндвич у нас покупается очень редко, так как я хотела вам кое-что показать, как можно вкусные сэндвичи делать в этом гриле, который у меня есть, из-за этого я купила. Это панировочное мясо покупается тоже иногда, только когда детки там быстро что-то сварить, тогда мы его используем. Я покупаю в основном вот эту томатную пасту именно от этой марки. Мне очень нравится по вкусу. И я его, почему оно здесь стоит, что не всегда покупается. Я его покупаю всегда, когда оно удешевленное. И покупаю его в полцены и очень много. Из-за этого у нас так стоит. И когда кончается, тогда я его покупаю. Такой я тоже покупаю очень редко. Это супной набор. Если я что-то варю или что-то делаю, тогда я его покупаю. Так я его... очень редко беру, в основном беру все по отдельности. Фарш у нас тоже здесь лежит. Он у нас сегодня был удешевленный. Я взяла 2 килограмма по полкилограмма. Это нам надолго хватит. Из-за этого он у нас тоже очень редко покупается, так как мясо и фарш, не знаю, у нас сильно не кушается. Это масло именно со всякими... Приправы нет, это зелень, со всей зеленью. Зелень, это чеснок есть. И у меня сейчас младший ребенок начал кушать по утрам, сэндвичи себе делает. Очень вкусно получается. Из-за этого вот иногда мы его берем. Или в последнее время стали брать. Это у нас такая колбаса. Мы ее тоже не всегда берем, только иногда, когда захочется, мы возьмем, потом долгое время не берем, потом опять берем. Вот это соусы, которые я для деток иногда делаю, это одна из пачек, которые я использую. Я пачки вообще не использую, это единственная из пачек, что мы используем, это вот этот соус для деток, когда ты быстро что-то хочешь сделать. Chicken nuggets. Кто живет в Германии, это от Ревы, они такие классные, в духовку засунул, и для детей не надо в Макдональдс ездить, они очень-очень вкусные. Хлеб, это уже мы переходим теперь то, что мы часто покупаем. Хлеб, конечно, мы всегда покупаем. Салат я в основном такой беру, потому что тогда быстро он уже все помытый, все сделанный. Ты быстренько раз заправил его и покушал. Это называется пуф райс.
Наверное, кто в Германии живет, знает, это кукурузные конфетки такие, они очень легкие, кисленькие. У нас детки очень любят, и вот один ребенок покупает их себе часто, из этого лежат, что часто покупаем. Мюллермильч — это молоко клубничное. У нас тоже для одного старшего ребенка, он его тоже часто любит, покупает. Конечно, хлеб для меня, вот я второй раз его покупаю, я в основном другой покупаю, но мне так он понравился, я решила все-таки этот раз опять купить безлактозный, глютенный. Это у нас самая дешевая колбаса, но вот мой старший ребенок почему-то только ее кушает. И мы все именно куриное покупаем, гефлюгель. Вот такая колбаска у нас почти что всегда покупается, или всегда. Она из курочки, а это из индюка. Это наша самая любимая колбаска, именно я и мой муж кушают. Шафскейз, так как мне нельзя нормальный кейз, ну как нормальный кейз, сыр, извиняюсь, это фета, ну это по-другому называется, я его всегда покупаю, потому что очень часто салаты кушаю, и в салаты я всегда его использую, или я запекаю в духовке. Сыр у нас всегда присутствует, и мы покупаем тот, где 3 разных сорта. Вот, он всегда у нас идет. Помидоры у нас всегда бывают, но они не всегда вкусные. Я скажу, в Германии не всегда вкусные. Это у нас такая напиток, правильно выразиться, да, в последнее время детки просят постоянно, если ездить закупать, чтобы я им купила. Но я всегда по одной пачке каждому беру. Чипсы у нас бывают не всегда, но в основном, когда я еду, 1-2 пачки, как вот сегодня 2 пачки мы взяли. Как по овощам и фруктам у нас не всегда все одинаковые фрукты. Просто сегодня увидела эти красивые груши, решила взять. Это у нас всегда тостер присутствует. Овощи у нас, с овощей именно паприка тоже всегда присутствует, и я забыла морковку купить. Огурцы у нас тоже всегда присутствуют, и в последнее время баклажан у меня часто присутствует, потому что я очень люблю просто пережарить все овощи, как вы уже у меня в видео видели, обожаю просто. Грибы у нас в основном покупаются вот такие шампиньоны, но я сегодня вот такие увидела, решила купить. Китайское блюдо хочу сделать, очень вкусно. Бананы. Были сегодня очень мало бананов, из-за этого такие зелененькие, они у нас, бананы всегда почти присутствуют. Клубника, она была сегодня удешевленная, она бывает у нас не часто. Летом, конечно, когда начинается сезон, каждый день, а так только когда иногда побаловаться деткам. Яички в основном нам привозят домой, но у нас кончились, но я думаю, что они завтра привезут, и я совсем это забыла, но 10 я купила. И виноград у нас почти что всегда присутствует. Он в данный момент, ну, не сильно дорогой. Картошка у нас идет очень хорошо в последнее время, и мы ее всегда покупаем. И я стараюсь, вот здесь регионально написано, и вы часто, может быть, встречали, что... Я сейчас еще покажу. Например, вот здесь стоит региональ. Я стараюсь сейчас все покупать именно то, что в Германии выращивается, потому что я считаю, что летом, наверное, можно всякое покупать от всего, но вот сейчас, в данный момент, что именно вкус регионального мне немножко больше нравится. Ну вот помидоры у нас нету, ну как от нас здесь, я еще не встречала. И они вот... Помидоры, они на помидоры. Вкус у них совсем другой. Вот такая у меня покупочка сегодня была. Я так сверху вам покажу. Выглядит очень много. Ну, честно вам скажу, что это не всегда так бывает. Пришлось мне опять сесть на мои ступеньки, так как я хотела закончить видео. У меня не получилось это сделать на кухне, так как моему мужу опять позвонили. Но это его работа. Из-за этого я решила выйти и сесть на наши ступеньки, которые поднимаются наверх. Вот такая закупочка у нас была сегодня. В основном я закупаюсь только так, что надо. И вот 1 раз в месяц, а 1 раз в 1,5 месяца. Я вообще не люблю такие закупки, очень большие, очень много. В основном я стараюсь, чтобы все было и так не закупаться. Но вот иногда у нас такое бывает. Но в основном в 1,5 месяца, мне кажется, бывает такое, что вот такая большая закупка у нас есть. Это я почти что 300 евро растратила, и это у нас вообще-то очень редко. Даже если мы закупаться ездим, то 150, не больше. Но тогда, когда ты покупаешь именно конфеты, покупаешь овощи и покупаешь фрукты, а также что-то пить,
Это очень дорого. Именно при такой закупке всегда намного дороже. И у нас овощи очень дорогие. Если ты хочешь здесь, в Германии, жить так, чтобы у тебя было все gesund, как говорится по-немецки, правильное питание по-русски, да, то это очень-очень дорого, очень дорого. В основном, и если, например, свежее мясо покупаешь не запакованное в пачках, а покупаешь именно на развес, это у нас тоже немножко дорого. Но вот сегодня было удешевленное, я в основном беру мясо, когда оно удешевленное, я сразу же иду и закупаю, и замораживаю, и тогда нам очень долго мяса хватает, почти на 2-3 месяца, так как мясо я только для вкуса ложу. Но есть, конечно, такие блюда, где у нас мясо немножко больше бывает, это, конечно, тоже есть. Я буду со всеми вами прощаться. Желаю всем мира над головой, всем добра, любви и счастья. До новых видео. Пока-пока.